Дорогие друзья, в сегодняшнем видео я хочу поделиться тем, как упростить приготовление супов и других блюд. Готовить мы будем домашние бульонные кубики. Их будет 4 вида – желтый, красный, грибной и борщевой. Я нашла для себя решение сэкономить время и силы, чтобы каждый раз не возиться с шелухой, обрезками овощей, не мыть каждый раз сковородки и лишнюю посуду. Итак, очищаем и нарезаем кубиками 9 луковиц. Морковь тоже чистим, натираем на терке, здесь у меня 4 средние штуки. Несколько стеблей сельдерея тоже нарезаю кубиками. Если у вас его нет, то ничего страшного, можно его и не добавлять. Далее нам понадобится болгарский перец. Можно взять зеленый или красный. Перец я замораживаю в таком виде с осени, помещаю его на несколько секунд в теплую водичку и затем его можно без усилий резать. Также я замораживаю свежие помидоры, обдаю их теплой водой, снимаю кожицу. После разморозки она очень легко отходит. И нарезаю тоже на мелкие кубики. Если помидоров нет, можно заменить их томатной пастой. 9 зубчиков чеснока тоже раздавливаем и режем. Либо можно пропустить их через пресс. Отдельно тонкой соломкой нарезаем свеклу. Как только наши нарезки готовы, ставим на средний огонь разогреваться большой казан, сковороду, либо большую кастрюлю с толстым дном. В разогреваемую емкость наливаем подсолнечное рафинированное масло. Как только оно разогреется, отправляем туда первым лук. Объем кастрюли зависит от количества кубиков, которые вы желаете сделать. Периодически помешивая, необходимо хорошо его обжарить до золотисто-бежевого цвета. Именно недожаренный лук может испортить весь вкус бульона. Следом добавляем морковь, чеснок и сельдерей. Жарим все вместе еще около 10 минут. Не забываем перемешивать. Отключаем огонь под кастрюлей, желтый бульон готов. Берем часть зажарки из кастрюли, перекладываем в глубокую чашку, всыпаем соль, по вкусу можно добавить и черный молотый перец или другие приправы, которые вы любите. Также на этом этапе можно добавить и зелень. И измельчаем погружным блендером до состояния пюре. Затем нам понадобится прямоугольная емкость, застилаем ее пищевой пленкой и выкладываем в нее наш бульон. Даем остыть и отправляем в морозильную камеру на несколько часов, можно на ночь. Следом превращаем желтый бульон в красный. Для этого снова включаем огонь под кастрюлей на средний, добавляем болгарский перец, помидоры и немного томатной пасты. Если помидоров у вас нет, то можете добавить только томатную пасту, но чуть большим объемом. Жарим еще минут 6-7, постоянно помешивая, пока не испарится большая часть влаги из помидоров. Снова отключаем огонь и половину зажарки помещаем в чашку. Солим, перчим, измельчаем, отправляем в форму и поступаем так же, как и с желтым бульоном. Затем к тому, что осталось в кастрюле, мы добавляем нарезанную соломкой свеклу. Жарим буквально еще 1 минутку и отключаем огонь. Зажарку для борща я не рекомендую измельчать, а просто заправьте ее солью, специями, выложите в таком виде в форму, остудите и просто заморозьте.
Ну и последний бульон — это грибной. Его я готовлю параллельно в другой сковороде, так как он немного отличается от предыдущих. В сковороде растапливаю сливочное масло, затем добавляю немного подсолнечного и отправляю туда нарезанный кубиками лук. Обжариваем его также до золотистого цвета. Тем временем нарезаем шампиньоны произвольно, как вам удобно. Также измельчаем зубчики чеснока. Как только лук подрумянится, добавляем грибы и чеснок и жарим до тех пор, пока влага из грибов не испарится. И за минуту до приготовления я вливаю в грибную массу 100 мл сливок, чтобы грибной бульон был еще вкуснее. Ну а дальше вы знаете, измельчаем, солим и отправляем в контейнер для заморозки. Перед формированием кубиков я подготавливаю контейнеры, подписываю каждый из них с помощью стикеров. Вместо контейнеров можно использовать для хранения zip-пакеты или обычные пакеты для заморозки. После пребывания в морозильной камере масса хорошо застыла. Чтобы она беспрепятственно вышла, опустите емкость с бульоном на 10 секунд в горячую воду. Теперь мы можем разрезать ее на порционные кубики. Ориентируйтесь на количество человек в вашей семье. Если вы готовите небольшой объем супа или блюда, то делайте кубики поменьше. Перед этим заготовьте из фольги небольшие кусочки под размер кубиков, чтобы каждый можно было в них упаковать. А пока вы наблюдаете за процессом, я хотела бы сказать следующее. Соотношение ингредиентов в бульоне не так уж важно. Кто-то любит больше лука, кто-то меньше. Кому-то вообще не нравится болгарский перец и сельдерей. Их можно вообще не добавлять, а использовать только лук и морковь. Если у вас нет блендера, то ничего страшного. Можно сделать все кубики по примеру борщевых. Тогда суп у вас получится с более крупными кусочками овощей. Кому-то так нравится даже больше. По такому же принципу можно приготовить и мясные бульоны – куриные, говяжьи, бараньи. В таком случае вместо растительного масла добавьте внутренний жир, растопите его, и на нем уже обжаривайте овощи. Я показала самый простой вариант. Возможно, меня смотрят люди, которые мясо и животные продукты вовсе не употребляют. Такие заготовки на самом деле много времени не занимают. Вы можете сделать их на выходных, а потом уделять больше времени себе и близким. В конце варки супа просто достаете кубик, добавляете его, заправляете суп зеленью дополнительно по желанию. И все, никакой шелухи, сковородок и слез. Также такие кубики можно использовать для быстрого перекуса. Залить кубик кипятком, добавить соль по вкусу, сухарики и быстренько перекусить. Друзья, если вам понравилась такая идея, обязательно ставьте лайк под видео, делитесь этим видео с друзьями. Я была очень рада поделиться с вами очередным рецептом. Подписывайтесь на канал. Всех жду в новых видео.